Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. Для жителей городов вороны являются, скорее всего, самой знакомой птицей после воробьев и голубей. Особенно заметны эти черные птицы зимой, на фоне снега. Полет их стаи производит довольно мрачное впечатление. Основывается оно прежде всего на знании того, что вороны часто кружат там, где есть падаль. Вороны – птицы очень умные, но люди их не очень любят, и нелюбовь эта имеет под собой основание. Черные птицы тащат все, что плохо лежит, растаскивают мусор, могут запросто напасть на домашних животных и, в свою очередь, не очень любят человека. Стая ворон может испортить урожай в приличных размерах в саду или винограднике. Тем не менее, сообразительность воронов часто привлекает к ним внимание. Они становятся объектом многочисленных исследований. Да и простое наблюдение за этими пернатыми может доставить определенное удовольствие. Внешность ворон. Ворон – птица представительная. Выглядит внушительно за счет массивного острого клюва, длинных лап и крупных глаз. У взрослых воронов глянцевые черные перья, в верхней части тела с синеватым оттенком, а в нижней – с зеленоватым. А у молодняка перья матово-черные. Клюв и ноги воронов тоже черные. Понять, какая птица перед вами, самка или самец, можно по ее размеру. Самцы, как и полагается, по размеру больше самок. Телосложение представителей мужского пола плотное и сбитое, перья глянцевые, плотно прижаты к телу, шея толстая и крупная, а вот у самок хвост не такой длинный и шея тонкая. Отличить воронов от грачей или обычных ворон можно по черной бородке из тонких перьев. Во время пения они трясутся. Продолжительность жизни ворон. В дикой природе вороны живут 13-15 лет. Продолжительность жизни кочевых видов сокращается до 10-12 лет. При домашнем содержании вороны могут прожить до 40 и даже 50 лет. А были случаи, когда пернатый питомец доживал до 70 лет. Однако, если условия содержания ворона неправильные, он проживет значительно меньше. Чем питаются вороны? Ворон – птица всеядная. Лесные птицы питаются насекомыми, змеями, рыбой, грызунами, ящерицами, лягушками, мелкими птицами и их птенцами. Как живыми, так и не очень. А городские вороны стаями кружат над мусорными свалками в поисках пропитания. Однако их интересуют только свежие продукты. Если пища испорчена, то птица к ней не притронется. Также в рационе присутствует пища растительного происхождения. Вороны с удовольствием поедают зерновые и плодовые культуры. Ворон, как и любая другая хищная птица, охотится преимущественно днем. Охотничья территория составляет несколько квадратных километров. Ворон все действия совершает обдуманно, риск не в его характере. Высматривая жертву, он может сидеть в засаде до 15 минут. Ворон, поймав добычу, разделяет трапезу с сородичами. При этом неважно, каких размеров добыча. Главное, чтобы семья была сыта. Остатки пищи вороны закапывают, чтобы потом доесть. Места обитания воронов. Многочисленные популяции воронов обитают в северных широтах Евразии, в Гренландии, Северной Америке и Северной Африке. В тропических широтах представлен мало. Небольшие поселения воронов есть в горных районах Сирии, Ирака, Ирана и Пакистана, Китая и Северной Индии. Почему эту птицу назвали вороном? Название ворон птица получила за счет черного, как смоль, оперения. В древнеславянском языке существовало слово «вороной», то есть черный. В свою очередь, вороной – заимствованное слово из индийского словаря, означающее «горелый», то есть ворон означает «черный». Образ жизни ворон. Известно, что вороны – умные и осторожные птицы. Они умеют блестяще маневрировать в воздухе и ходить по земле. Прежде чем взлететь, ворон делает несколько коротких прыжков, а затем одним взмахом крыла поднимается вверх. В полете ворон напоминает орла. Эти птицы – одни из немногих пернатых, кто может выполнить фигуры, аналогичные авиационному пилотажу. Бочку и полубочку. В полете крылья издают своеобразный звук, похожий на звон. Вороны ведут сложную социальную жизнь, обучаются в течение всей жизни, легко приспосабливаются к изменениям в условиях окружающей среды. Ранней весной они создают постоянные пары, вместе строят гнезда и выращивают потомство. На время зимовки пары распадаются. Птицы могут зимовать с другими видами птиц.
Вороны тоскуют по погибшим сородичам, устраивают по ним своеобразные обряды прощания. Сначала долго кружат стаей над товарищем, а потом садятся на ветки и скорбно молчат. Интеллект и сообразительность воронов. Если понаблюдать за семейством воронов, то можно увидеть, что птицы общаются с помощью жестов. Особь, которая хочет привлечь внимание, зажимает веточку или листочек в клюве и демонстративно показывает игрушку другим. Иногда пернатые играют в игру, смысл которой поочередно поднимать и опускать камушек, держа его в клюве. Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не уронит его. Технический прогресс человечества вороны используют для добывания пищи. Они кидают под колеса автомобилей орехи, чтобы раздавить их, а зимой птицы катаются со снежных горок. О том, что вороны обладают фантастическими интеллектуальными способностями, говорят результаты экспериментов ученых по всему миру. Например, если перед вороном поставить 2 миски с кормом, то он выберет ту, где еды больше. Размножение воронов. Половой зрелости птицы достигают в 2 года. Брачный период проходит спокойно и быстро. Лесные птицы для строительства гнезда выбирают высокие деревья. Жилища обустраивают на высоте не менее 15 метров. Вороны, живущие в пустынной местности, селятся на скалах. Обустройством жилища заняты оба, и самка, и самец. При строительстве домика птицы используют веточки, провода и шнурки, которые искусно переплетают между собой. Кладка происходит рано, в феврале-начале марта. Причина тому – сход снежного покрова, когда оттаивают павшие животные и появляется пропитание. Самка откладывает до 6 яиц. Процесс высиживания наступает после того, как будет отложено 3-е яйцо. Видимо, это любимое число воронов. Через 3 недели начинают появляться птенцы. Процесс вылупления занимает 2 суток. Первые 2 недели самка занимается обогревом детенышей. Самец в это время выкармливает и самку, и птенцов. Питаются птенцы той же пищей, что и родители. Насекомыми, кусочками сырого мяса и растительной пищей. В 1,5 месяца птенцы встают на крыло. До конца следующей зимы детеныши держатся рядом с родительским домом. Содержание в домашних условиях. Черных воронов держат в качестве домашних питомцев. Птенцы ворона быстро привыкают к жизни в неволе. Они непривередливые и послушные. Приручить их в этом возрасте достаточно легко. И повзрослев, они признают только хозяина. С удовольствием сидят на плече, кормятся с рук. Крайне ревниво относятся к хозяину, не допускают к нему других домочадцев. В порыве ревности могут атаковать детей и серьезно поцарапать. Вороны комфортно чувствуют себя в просторных сетчатых вольерах. Чтобы птица не скучала, жилище оборудуют всевозможными игрушками, корягами, шариками и бизибордами. В стесненных условиях птицы ведут себя агрессивно. Питание невольных воронов должно быть комплексным. В рацион входит животная и растительная пища. Зерно, орехи, мясо, рыба, кисломолочные продукты. Кормят воронов свежей едой. В 2-годовалом возрасте вороны пытаются вырваться от родителя, то есть человека. Их зовет природа. Наступает потребность в создании семьи и высиживании потомства. Размножение воронов возможно и в домашних условиях. Для этого весной к самке подсаживают самца. Если в клетке будет находиться сразу 2 самца, то не исключена драка за самку. Если к содержанию черного ворона подойти со всей ответственностью, то он может достигнуть высоких результатов в интеллектуальной сфере. Постоянное нахождение рядом с человеком способствует развитию разговорной человеческой речи. По мнению специалистов, разговорить воронов легче, чем попугаев. В словарных запасах воронов входит до 1000 слов. Интересные факты о воронах. Вороны имитируют голоса других птиц и животных. Лондонский Тауэр охраняют 6 воронов. В Англии бытует суеверие, что в день, когда черные вороны улетят, то монархия рухнет. Чтобы этого не произошло, им, конечно же, подрезают крылья. Также черные перья воронов впитывают солнечную энергию, поэтому птице легче переносить жару и быть энергичной в поздние часы. Приметы и суеверия о воронах. Издавна люди приписывали черным, как смоль, птицам мистические способности. Во все времена воронов считали предвестниками зла. Там, где появился ворон, в скором времени должно произойти нечто плохое. В мифах, легендах и сказках ворон ассоциируется с нечистой силой и гибелью. Воронам поклонялись еще в древности. Так, древние греки считали этих птиц посланниками богов, а индейцы верили, что вороны обладают чудодейственными силами.
Индусы считали, что вороны могут контактировать с душами. Существует и положительный образ ворона. С этой птицей связывают интеллект, смелость и мудрость. Мистический образ ворона и его характер нашли отражение во всех сферах искусства. А на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и вы узнали что-то новое. Приходите снова на канал. Всего вам доброго.